Добрый день. Сегодня мы решили копнуть прямо совсем глубоко. Сегодня мы будем говорить, в чем смысл жизни. Так и хочется сказать, брат. А еще программа не началась, уже на мониторе появились вот такие соображения. Например, пишет нам Алина. Я понимаю, что смысл жизни заключается в том, чтобы жить, но жить хочется так, как не позволяют финансовые возможности, и кажется, что это замкнутый круг. Я совсем одна с грудным ребенком. Вопрос, как понять, для чего жить в ситуации, когда связаны руки? Или вот, например, такое послание от Константина из Нижнего Новгорода. Он пишет, смысл жизни любого человека – саморазвитие, совершенствование, интеллектуальное, моральное и духовное, и как итог – познать себя и Бога. Константин тоже решил не размениваться по пустякам и копнуть глубоко. То есть совершенно разные мнения. Я думаю, сегодня впереди 2 часа эфира. Мнения будут еще более разные. Я хочу от себя сказать вот что. К сожалению, большинство людей время от времени этот вопрос себе задает. Задает он его в 2 плоскостях. В чем смысл моей жизни и в чем смысл жизни вообще? Ну, не знаю, человечества, мира, планеты Земля и так далее. Первое, конечно, что приходит в голову, наверное, это очень умные люди, интеллектуалы, философы, писатели, думающие одним словом. Друзья мои, точно нет. К сожалению, главная причина, по которой человек задает вообще такой вопрос, очень простая. Ему не живется. Как только в его жизни возникают какие-либо проблемы, у него тут же возникает этот непростой вопрос. Не от большого ума, не потому, что ему просто это интересно, а именно потому, что ему просто плохо. И когда человек радуется жизни, когда он получает от жизни удовольствие, он не спрашивает, зачем он живет, он просто живет. Как только он теряет вот это состояние органичности своей жизни, когда этот вопрос просто лишний, когда ты живешь, и каждый день твой наполнен каким-то смыслом, который у тебя бывает сегодня, завтра это может быть другой. Вот когда все это теряется, когда это не получается, когда человек находится в состоянии, я не знаю, астении, депрессии, состоянии внутреннего конфликта, у него не получается просто жить. Тогда он начинает, я бы сказал, умничать. Почему умничать? Смотрите, есть же целые факультеты в университетах под названием философские, где просто собирают целые курсы граждан, которые страдают, наверное, каким-то образом, пытаются найти, в чем смысл. Хочется на это сказать, хорошо, если они даже найдут, в чем смысл, как это повлияет на других. Это как бы ты можешь только про себя говорить, вот как Константин, который считает, что смысл жизни – это саморазвитие, познание, духовное, моральное. Константин все, что вспомнил из хорошего, решил все в одно предложение уместить. Друзья мои, на самом деле я предполагаю, что смысл жизни в самой жизни. То есть вы живете, в чем Константин прав, себя реализуете. И вот Алина тоже об этом пишет, саморазвитие. Совершенствования нет, саморазвития не совсем. И уж тем более моральное и духовное. Я не знаю, куда дальше развиваться. Как стать можно еще более духовным и моральным. Нет, люди просто живут. Когда они просто не живут, когда им просто не живется, вот здесь начинается огромное разнообразие смыслов. Кто-то видит смысл, я не знаю, в помощи детям, животным. Кто-то видит смысл жизни в том, чтобы убивать других и идти на войну. Кто-то видит смысл в том, чтобы приносить пользу, помогать, не помогать. Не знаю, сколько людей, как говорят, столько и мнений. Но какие-то смыслы мы привыкли считать, правильными, да? Как бы и быть эгоистом – это неправильный смысл жизни. Вот отдавать себя ближнему – правильный смысл жизни. Что-то делать полезное – правильный смысл жизни. Вот хочется все время цитировать одного Константина из Нижнего Новгорода. Хочется прямо морально, интеллектуально и духовно самосовершенствоваться. Но, друзья мои, это говорит только о том, что человек не удовлетворен своим статусом, ему не нравится то, что он из себя представляет на этот момент, и поэтому у него есть потребность все это менять. Его смысл именно в этом. Я думаю, что постановка целей и задач в жизни тоже является
психологической проблемой. Потому что люди, не отягощенные проблемой, живут сегодняшним днем, как вам ни странно покажется. Но я хочу вернуться, так как у нас особый формат. Я не любитель дискуссий. В конце концов, микрофон мне дали. Ну, повезло просто. Поэтому я здесь выражаю свою позицию. А я отвечаю на вопросы. Поэтому я хочу начать с того вопроса, который задает Алина. Она спрашивает. Сначала она просто утверждает, что смысл жизни в том, чтобы жить. Но жить хочется так, как не позволяют финансовые возможности. Кажется, замкнутый круг. Я совсем одна с грудным ребенком. Вопрос, как понять, для чего жить в такой ситуации, когда связаны руки. Но в вашем случае, Алина, жить для того, чтобы развязать себе руки. Это первое. Второе. Ни с какими финансовыми, ни с каким грудным ребенком ваша печаль не связана. К сожалению, деньги не сильно, они влияют, конечно, на человеческое состояние, особенно когда человек болен или ему есть нечего. А так, когда он здоров и как бы на еду зарабатывает, то это не является трагедией, финансовой трудности. Но когда человеку не живется, вот как бы вот у вас есть ребенок грудной, вам бы жить да радоваться. Но вместо этого вы свою, я не знаю, боль, свой негатив, свою обиду на жизнь располагаете вот в финансах. Вот дайте типа мне денег, у меня жизнь будет совсем другая. Пока у меня денег нету, я себя жалею, я совсем одна, ребенок грудной и руки связаны. Хочется понять, в каком смысле связаны? Вы когда ребенка рожали, вы как себе это представляли? Что ребенок отдельно, вы отдельно? Или у вас будет куча денег, вы наймете себе няню, я не знаю. Люди же, теоретически рожают детей для того, чтобы получать от них, радость, счастье, удовольствие. И дети не могут никому ничего связывать, они могут только развязывать. И, кстати, придавать жизни смысл. Короче, у вас есть вопросы, вы потеряли смысл жизни, вам плохо, вы не знаете, для чего вы живете. А у вас меняются смыслы, вы не реализованы, вы не удовлетворены тем смыслом, который есть. Вы считаете, что все смыслы были ложные. Кстати, надо иметь в виду, что очень многие смыслы идут от родителей. Они абсолютно таким ненавязчивым способом за счет стереотипа жизни родителей прививается ребенку, и ребенок очень часто отрабатывает, как раз, как у нас говорят психологи, паттерны родительские. Добрый день. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Михаил, меня зовут Алексей. В чем видите смысл, Алексей? Сначала я хотел вас спросить, как ездили в Израиль. Шикарно. В Хайфе не были? Нет, только в Тель-Авиве. Понятно. Я задавал себе вопрос, в чем смысл жизни, но мне не понравился в итоге не сам вопрос, не скорее даже ответ, который я получил с этим вопросом. И поэтому у меня немного другой вопрос, если вы позволите, конечно. Но если недалеко от темы, давайте. Недалеко от темы. Я звонил вам 2 недели назад, а позвонил без 5-4, задал вопрос, и эфир программы закончился, вы мне не смогли ответить. В 2 словах история, если вспомните. 12 лет жили с человеком, совместный брак, любовь, попадаю в тюрьму, дает срок, она ездит ко мне, да, дожидается. Помните, да? И кончается это тем, что во второй срок она не ездит, ничего не делает, я выхожу из тюрьмы, она бросается в ноги, рвет на себе одежду и говорит все, что угодно, но только вернись. И на этом эфир закончился, мне не дает покоя вот этот вопрос, и поэтому я обращаюсь к психологу за советом. А в чем вопрос? Вопрос, что ее толкает на то, чтобы вернуть обратно меня к себе. А вы ее спрашивали об этом? Да, я что спрашивал об этом. Вы сказали, попробуйте поговорить. Нет, она вам что говорит, когда вы ее спрашиваете? Она говорит, что она не может без меня жить. Все 6 лет она ждала меня и жила мною, что вся дальнейшая ее жизнь зависит от меня. Ну и что вы же получили ответ на вопрос. Вы просто не верите или он вам не нравится? Она же вам ответила. Я не верю. Алексей, это уже другой вопрос. Смотрите, история вот какая. Когда человек не невротик, он воспринимает жизнь буквально. Если жена Алексея говорит, я без тебя жить не могу, значит, она жить без нее не может. Если Алексей спросит, а что ты второй раз не поехала, не приезжала ко мне и так далее, а у нее будет ответ на этот вопрос, например, что я думала, что все закончено, а опять все начинается, и я не смогла этого пережить. Неважно.
Это она сама решит, что ей ответить. Дальше, когда человек для себя принимает решение, он верит или не верит, он дальше, так сказать, из этого делает какие-то выводы. Но что получается с Алексеем? Алексею жена абсолютно однозначно объяснила, почему так. Алексей говорит, да, я не верю, дайте я еще у психолога спрошу, имея в виду, что психолог придумает еще какой-то смысл. Нет. Психолог старается быть человеком здоровым, поэтому воспринимает слова жены как правду, что и советует Алексею. Елена из Ивановой пишет, только саморазвитие и самосовершенствование. А Ксюша пишет, смысл жизни в том, чтобы жить в гармонии с собой, но желательно в рамках Уголовного кодекса. Не забывает Ксюша. А дальше смысл жизни — это понять, что его нет, и жить дальше. Максим так тоже философски пишет. Франк все подробно разъяснил. Елена, Франк или Франкл? Вы уверены, что это вы не путаете двух людей? А все пути одинаковы, они никуда не ведут, пишет Кастанеда вместе с Татьяной из Москвы. Мой совет девушке, не знаю какой, зайдите, Елизавета пишет, в буддийский датсан, пообщайтесь с ламой, поверьте, вы удивитесь простым вещам, на которые вы посмотрите под другим углом. Счастья вам и причин для счастья. Хорошо сказано, счастья вам и причин для счастья. А Елизавета пишет, смысл жизни в том, чтобы найти смысл жизни. Вот тоже возникает вопрос, а в чем прикол этого поиска? Почему надо искать что-то, если ты просто живешь? Почему ты как бы одновременно живешь и еще что-то ищешь? Я вам вот что скажу. Я литературу воспринимаю как, ну и хорошую литературу, как гениально рассказанные гениальные истории. И это все. Я не пытаюсь найти никакого смысла ни у Толстого, ни у Достоевского, и смысла у них реально никакого нету. Это два не очень адекватных человека. Достоевский еще был, так сказать, квалифицирован в своей болезни. Толстой, хоть и к психиатру не обращался, но по поведению тоже был человек не очень нормальный, которые очень отличались в своей жизни от того, что они проповедовали. Это вообще классика жанра. Это еще Фрейд заметил. Если человек о чем-то говорит, например, про слезинку ребенка или про всеобщее прощение, то он точно детей не любит и прощать никого не собирается. Если он любит детей и всех прощает, он об этом романа не пишет. Так вот, люди при этом пытаются прочитать у обоих писателей и найти в них смысл. Но на самом деле, особенно Достоевский, это совершенно гениальная литература, совершенно потрясающе написанные по форме детективы, в которых, в принципе, и философии никакой нет, как ни странно вам покажется. Там больше про какие-то социальные истории, революционеры, там, конец 19 века и так далее. Но еще не конец, конечно, 19-го, вот скоро приближающиеся первые бомбисты и коммунисты. Так вот, при этом это просто хорошая история. Но сами писатели, когда они пишут романы, они, конечно же, страдают. И, в принципе, их писательство — это попытка что-то вынуть из себя, свою боль, свои страдания, описать их и так далее. Кстати, когда ко мне обращаются в консультацию творческие граждане, писатели, музыканты, поэты, художники, они спрашивают, а что после излечения писать буду? Я говорю, скорее всего, уже нет. Но музыканты-то еще будут играть на музыкальных инструментах, и даже художники что-то нарисуют, а писатели с поэтами их, как правило, отпускают. Добрый день. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Павел, город Красноярск. Да, Павел, это у вас сегодня 5-летний юбилей вещания? Это я перепутал, да. Ваш вопрос, Павел. Для начала хотел сказать по поводу смысла жизни. Угу. Для меня, наверное, смысл жизни, и вообще, в моем понимании, смысл жизни каждого мужчины — это самореализация. Она может То ли быть дело разной. женщина, да, Павел? Только Да. вот вы про мужчин говорите, это у мужчины самореализация. Просто у женщины другая, наверное. Знаете, есть такая в Фейсбуке, как это называется, типа слогана такого, аватарка. И если ты не имеешь своей мечты, будешь обслуживать чужую. Вы, видимо, так представляете женский смысл, да? У мужчины самореализация, а женщина должна, видимо, ему в это время прислуживать. Хорошо, а какая, по-вашему, женщина тогда?
Ну, может быть, Рожать? самореализация. Ну да, наверное, так. Понятно. Так, это все, что вы Ну, хотите сказать? Нет, нет. Я хотел задать вопрос. Давайте. Я человек молодой, у меня друзья все молодые ребята. А сколько вам лет? Мне 24 года. Угу. Значит, и начинается такой период жизни у молодых людей. Все начинают выходить, ну, там, жениться. Девушки выходить замуж. Но при этом в наших кулуарных беседах видно по человеку, что человек не хочет семейных обязательств, семейных каких-то вот таких дел. Но почему-то все равно идет туда и начинает сначала жить с девушкой, потом жениться. Ну и как-то все на одно на одно у них накладывается. Вот у меня вопрос в том, что это какая-то общественная мораль просто, гнет общественный, что надо, уже пора заводить семью. Вы говорите о своих ровесниках? Да, ровесники, ребята. У вас есть девушка? Ну, у меня, да, есть. Но вы с ней встречаетесь или живете? Нет, просто встречались. То есть вы еще не дошли до первого этапа, вы с ней вместе, или они тоже сначала встречаются, а потом сразу в ЗАГС, а только потом живут вместе? Не, живут. Живут. Вы пока не испытываете потребности ни с кем жить вместе, правильно? Вы еще, так сказать, не нагулялись, да? Ну, так сказать. Понятно. Что я вам хочу сказать? Ну, для кого-то, наверное, да. Но вообще такой вопрос больше, мне кажется, уместен, если вы спрашивали про девушек. Потому что никакого морально-общественного гнета молодые люди не испытывают. А вот девушка, которая все гуляет, встречается и даже с кем-то живет, но замуж не выходит, здесь она может испытывать давление со стороны хотя бы родителей, которые недовольны этой ситуацией, и она, как бы не желая выходить замуж, вынуждена это делать, чтобы, как сказали бы в городе, с которого вы звоните, не жить во грехе. Сказать, что этим страдают молодые люди, не думаю. У молодых людей другие проблемы. Может быть, у вас такие друзья, они так живут странно. Может быть, кто-то, как говорил, нежели нормальный, привыкать не надо. То есть для них это как бы, ну, еще одна проблема в жизни. Были проблемы другие, сейчас они поженились, будут проблемы семейные. Как бы, ну, ничего страшного. Причины разные. Смысл жизни в моменте ее окончания, а именно в том, что в момент ухода из нее на лице человека была улыбка, хорошие эмоции, а также в том, чтобы не допустить внепланового ухода из этой самой жизни. Пишет Иван из Нижнего Новгорода. Иван, кстати, пишет интересно. Я вот вам какую вещь хочу сказать. Те люди, которые прожили в гармонии с собой и с окружающим миром, прожили счастливо, они очень спокойно уходят из жизни. Потому что в их жизни уже все было. Те люди, которые жили тяжело и плохо, они очень цепляются за жизнь, потому что им обидно, что ничего в жизни не было, а она уже закончилась. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Жанна. Жанна, судя по голосам, за вами какой-то смысл вы уже нашли в жизни, да? Нет, вы знаете, я буду вам очень признательна, если вы мне сможете ответить на два вопроса. Давайте. Вы знаете, у меня нет смысла жизни. Вот слушая вашу Вот передачу... ребенок, я слышу, он является для вас смыслом? Каким-то Нет, смыслом? безусловно, и у меня 2 детей, я их люблю, безумно люблю мужа, и вообще я счастливый Меня очень человек. пугает слово «безумно». Ну, ладно, дальше. Но вот смысл жизни, не могу сказать, что вот для меня прям вот дети являются смыслом жизни. Или, может быть, тогда я его неверно понимаю. А в чем Он ваш обязателен вопрос? в жизни? Нет, это часть, это нет, конечно. Дети, когда являются единственным смыслом жизни, знаете, есть такое выражение, если человек заменяет тебе целый мир, то своего мира у тебя просто нет. Так, понятно? Да. Ну так ваши вопросы какие? Вот мой вопрос, что обязательно ли смысл жизни, вообще в жизни человека? Нет, не обязательно. Может быть их несколько, ну, то есть вот А может не 2 быть ни детей, 2 одного. смысла жизни. Но вы же когда рожали, вы же не говорили себе, что вот это мой смысл, я должна рожать детей, и Нет. это придаст моей жизни осмысленность. Нет, Михаил, я вообще никогда рожала детей, я не думала, Ну, конечно. что это Хотела смысл и жизни. рожала, правильно? Да. Так. А второй вопрос, как правильно
вести себя или как правильно не реагировать, когда с твоим отсутствием смысла жизни это сталкивается со смыслом жизни твоих ближайших родственников. А поподробнее на этом месте. Родителей. То есть что они от вас хотят? Смысл жизни в карьерных достижениях, в статусности, в состоятельности, преимущественно, да, финансовой. То есть они как-то вам на мозги капают? Что это такое? В какой форме происходит привитие вам этих смыслов? Ну, применительно, да, ну, конечно, не капают на мозги, но очень активно выражают свое желание, чтобы вот хотелось бы, чтобы была карьера с умопомрачительной должностью. А вот вы спросили бы, хорошо, давайте вот я буду там за родителя, да, а вы сами за себя. Вот вы спросите меня, а зачем? То есть вы можете мне сказать, зачем мне это нужно? Вот как на этот вопрос ответить? Ну хорошо, то, что вы это хотите, я понимаю, а смысл в этом какой? Будет карьера, что это даст? Что это поможет реализовывать как бы жизнь уже на ином уровне, на более качественном уровне. Как они понимают, что такое реализовывать жизнь на более качественном уровне? Другой автомобиль, они так это воспринимают? Элементарно. Вот наличие, например, чтобы ребенок учился в лучшей школе. Хотите, я вам расскажу про лучшую школу? Смотрите, да, сейчас я вам расскажу всю бессмысленность этой идеи. 60% миллионеров в США не имеют даже высшего образования. Вопрос. Кому нужно хорошее среднее и высшее образование? Только наемному работнику. Если вы работаете на себя, вообще все равно, какое у вас образование, если оно у вас вообще. То есть, если вы занимаетесь самореализацией в самом высоком смысле, вы понимаете, да, что наемная работа все равно не дотягивает до того, когда человек работает сам на себя. С точки зрения самореализации, когда он себя полностью реализует, не завися от работодателя, это более высокий уровень. Вообще не требует никакого образования. Что с этим делать? Вы знаете, ну, да. Это я для вас готовлю, для ответа родителям. То есть, типа, да. Дорогие родители, если вы хотите, чтобы ваша дочь была топ-менеджером в какой-то компании, да, учиться, учиться и учиться. Ленин, кстати, был не очень образованный, а стал премьер-министром целого государства. Говорят, что это была полная лажа, никаких языков иностранных он не знал. Так вот, тем не менее, да, нет никакой корреляции между образованием и удовольствием от жизни, радостью, счастьем и так дальше. Вам никогда это в голову не приходило? Знаете, вот как раз в этом-то и вопрос, что я тоже так считаю, и вся моя жизнь построена вот на вашем первом принципе, да, делай то, что ты хочешь. И когда это делаешь то, что хочешь, понимаешь, что ты от этого счастлив, и тебе, в общем-то, абсолютно без разницы, какая у тебя машина стоит под окнами, ну, то есть это не приоритет твоей жизни. Вот это как раз на тебя смотрят родственники и как бы крутят у виска и говорят, ну, слушай, ну ладно. А вы знаете, вот, я, знаете, очень интересно, я сейчас слушаю вас, вот я о чем подумал, о чем вообще приспичило рассказывать вам, как вам жить. И тут появился ответ. Их жизнь их не удовлетворяет. То есть они сами не чувствуют себя комфортно. И тогда они говорят, слушай, а ты живи тоже вот как мы, чтобы им было не обидно. Это, знаете, похоже на что? У меня очень много друзей-алкоголиков, просто нереальное количество, я не знаю, почему так. У меня столько алкоголиков друзей. У меня даже были девушки-алкоголички. Сам я, кстати, не люблю, но так сложилось. И каждый раз, когда я с ними встречаюсь, первое, что они говорят, слушай, ну выпей, ну давай выпьем. То есть они понимают, что что-то не то с ними происходит, это им обидно. И тогда они говорят, давай ты вместе с нами тоже попей. Понимаете, да, логику? Да, очень, что нам как-то уже не так тяжело жить и не так обидно, потому что мы бухаем вместе. И вот мне кажется, что люди, которые навязывают вам свои смыслы, они делают ровно то же самое. Им не нравится их жизнь, тогда они говорят, слушай, давай иди к нам, давай делать карьеру, давай покупать машины, чтобы они тоже чувствовали, что есть смысл в том, что они делают. Потому что их дочь делает то же самое, значит, они все правильно делают. То есть вы им нужны для подкрепления собственной правоты в каком-то смысле. А теперь последнее. Люди, которые в себе уверены, вообще никому ничего не навязывают.
Даже когда я читаю лекции, я говорю, слушайте, ну это мое мнение. Хотите там, разделяйте, не хотите, не разделяйте. Я не говорю, что это там так или не так, правильно, неправильно. Я говорю сам про себя, что так считаю я и так живу я. Если у вас есть другая жизнь и другие смыслы, то это ваша жизнь. И я не могу быть ни правее, чем вы, ни умнее, чем вы. Поэтому можете меня и не слушать. Кстати, прямо даже сейчас во время передачи. А вот Лена пишет, в этом и смысл. Нам плохо, и мы развиваемся. Лена, хорошо сказано. Когда нам хорошо, мы не развиваемся. То есть мы развиваемся, я сейчас объясню. И вы тоже можете, кстати, своим родителям рассказать, девушка дорогая. А мы развиваемся, самореализуясь. Давайте я вам предложу такую идеальную здоровую схему. Еще маленький ребенок. У него есть природная потребность к познанию мира. Он ползает, пытается руки засовывать не в те места, он пытается все засунуть в рот и все попробовать на зуб. Это его самореализация, это его в чистом виде познание мира. И почему говорят детские психологи и детские врачи, что когда ребенок начинает, там, например, ходить, то это имеет отношение к его интеллектуальному развитию, потому что у него больше возможностей, он больше территории охватывает, больше предметов может засунуть в рот и потрогать. То есть он изначально, ребенок рождается с совершенно такой незамутненной потребностью в самореализации. Дальше, предположим, он растет в здоровой семье с психологически стабильными мамой и папой, или хотя бы с одной мамой, или хотя бы с одним папой, но все они с головой дружат. Тогда у ребенка эта потребность самореализации, она продолжается. Он выходит на улицу, он смотрит вокруг себя, он идет в сад, он идет в школу, ему все пока нравится. Его окружает, я сейчас рисую, подчеркиваю, идеальную картину мира. Его окружают такие же самореализующиеся люди. Учителя, которые обожают свою работу, воспитатели детского сада, которые с 5 лет мечтали быть воспитателем детского сада. Это все люди, которые себя реализуют. У них нет понятия карьеры, у них нет понятия там лучше-хуже, они просто живут тем, что им нравится, они любят свою работу, и у них поэтому хорошо получается. Детям с ними не скучно. Они не убивают у детей интерес к жизни. И вот такой ребенок растет, вырастает, заканчивает школу. Что с ним дальше происходит? Конечно, он уже в школе точно знает, что ему нравится. Он поступает в какой-нибудь университет, где он дальше продолжает себя реализовывать. Потом он находит дело, которое просто обожает, и дальше он тоже начинает себя реализовывать. Кстати, по поводу амбиций. Когда человек себя реализует, его карьера растет, он гораздо больше начинает зарабатывать. Почему? А он на своем месте, он занимается тем, что он любит, знает и умеет. И вот в этой истории нет никаких противоречий, нет перекосов, нет истории про карьеру, про власть, про деньги, про новые машины, про лузерство и про лидерство. Этот человек просто живет своей полноценной жизнью, и так у него все получается. Но, как я уже сказал, я нарисовал идеальную картину. К сожалению, в жизни так часто не бывает. Добрый день. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте, как вас зовут? Меня зовут Вика. Вика, выключите приемничек, не будет эхо раздаваться. Да, извините, пожалуйста. И говорите. Я считаю, что смысл жизни, наверное, в самой жизни, именно в получении удовольствия и счастья, потому что ты делаешь, как живешь. Вы знаете, я хочу вас только меня... перебить, прежде чем вы вопрос зададите. Это очень важный момент. В русском языке слово «удовольствие» относительно вообще чего бы то ни было, включая смысл жизни, носит абсолютно порочный характер. Я, когда читаю лекции, я пытаюсь заменить слово «удовольствие» словом «радость». Потому что радость от жизни люди нормально воспринимают, а удовольствие от жизни, вы чувствуете, немножко ухо режет, да? Типа вот человек, да, типа эгоист какой-то, и пожрать ему только... Или вот он любит что-то такое, вот удовольствие. Удовольствие носит абсолютно... К сожалению, это такая, мне кажется, православная традиция, что слово «удовольствие», ну, прямо реально режет ухо. Теперь ваш вопрос. Знаете, а вопрос у меня следующий. Что делать или как стараться улучшить ситуацию, когда есть разница между тем, как ты хочешь жить и как ты стремишься жить, получая вот радость? Это вот выпьем за то, чтобы наши желания и наши возможности совпадали. Вы про это? Нет, я к тому, что у меня есть настрой, например, получать, да,
и радость, и позитив, так скажем, от всего того, что есть. Так. Но это не всегда получается. А, например, в в чем проблема, вы считаете? Какой-то пример можете мне дать? Я к тому, что все равно ощущение, иногда это ощущение довольно-таки часто какого-то одиночества и печали, хотя я достаточно такой человек позитивный и стараюсь всегда, как вы сказали, получать радость, да, от каждого момента. Это не мотивированное, то есть это не связано с какими-то событиями в жизни, состояние? Нет, не связано. Понятно. Спасибо за вопрос, я постараюсь на него ответить. Вообще, у живого человека он не такой, как говорили в нашем детстве, жизнерадостный рахит. Он, конечно, склонен и к печали, и к переживаниям, и к слезам, но когда для этого есть причина, когда в его жизни действительно что-то происходит, что его печалит. А вы говорите о том, что вы не мотивированы просто так, испытываете чувство одиночества, чувство печали, и вот это большая проблема. Она связана с тем, что у вас невротическая психология во многом. Если вы хотите начать радоваться жизни, может быть, есть смысл ходить к психологу или читать какую-то литературу и избавиться от той печальной части вашей жизни. Это какие-то детские истории, которые совершенно внезапно, никак не обусловленно вылезают вот сейчас, когда вы взрослый человек. От этого надо и можно, кстати, избавиться. Одно дело, когда там у человека действительно трагедия в жизни, тут ничего не скажешь. А другое дело, у него все в жизни нормально, но ему то, что называется, не живется. Он живет, к сожалению, вот этими переживаниями, от которых он не избавился еще в детстве. При этом у него видимых и реальных причин для страдания нет. Обычно это бывает у людей, которые испытывают чувство тревоги, например, чувство страха. Вот в вашем случае чувство ненужности, чувство одиночества. И с этим надо что-то делать, и с этим можно разобраться. Добрый день. Говорите. Алло. Здравствуйте. Алло. Алло. Ой, здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте, Михаил. Меня зовут Лиля. Очень приятно. А сколько вам лет, Лиля? У вас такой голос, как у девятиклассницы. Нет, мне уже 31 на самом деле. Просто, видимо, я настолько счастлива, что я до вас дозвонилась, поэтому такой он девятилетний, или как вы сказали. Михаил, вы знаете, у меня следующий вопрос по поводу смысла жизни. Девушка до этого звонила, говорила о том, что родители перекладывают на нее свои желания в плане карьеры. У меня немножечко другая проблема, но, наверное, наподобие, потому что у меня с карьерой все хорошо, но у меня проблемы с личной жизнью. Конкретно я не замужем, у меня нет детей. И именно родители, конкретно мама, настаивает на том, что мне уже очень много лет, мне пора заводить свою семью. И в первую очередь, конечно же, детей хочется, потому что она мечтает о внуках, о внучке. А маме сколько лет? Мама у меня старенькая уже достаточно, потому что у меня еще старший брат. Есть на 12 лет, где-то больше 60. Она 50-го года рождения. То есть вы могли бы маме предложить взять ребенка из детского дома, если ей так хочется возиться с детьми? Мама вообще очень всегда любила детей, и вот у нас двое в семье, она всегда говорила, надо было еще одного завести. Надо было, но я боялась, что уже возраст дает о себе знать, а так она бы не против была на самом деле. Хорошо, а в чем ваш вопрос? У меня вопрос следующий. Мне иногда кажется, что это на самом деле не мой смысл жизни. Но это вам не кажется, вы знаете? Я страдаю немножко от этого, потому что я часто замечаю за собой такое, что мне нравится тот ребенок, который живет во мне. Я, грубо говоря, живу для себя, радуюсь своей жизнью, все свободное время уделяю себе любимой. А мне родители говорят, что нет, ты давай уже расти, у тебя какой-то инфантилизм, что нужно заботиться не только о себе любимой, но и какое-то потомство оставить после себя. Вы знаете, слово «нужно», «ты давай уже», они к радости от тех же детей никакого ведь отношения не имеют, правда? То есть вы как должны будете ребенку сказать: сынок, честно, я тебя не люблю, но мать меня моя достала. Они говорили, что мне уже много лет, я должна рожать, что я инфантильный, что я эгоистичный и так дальше. Это единственная причина, по которой я тебя родила. Нормально вообще? Вы это маме передайте, вот у нас будет эта передача выложена в эфир, вы ей прокрутите этот кусок, и чтобы мама послушала, что когда родится внук, она так ему и скажет: вообще ничего не личного, сынок. Я к тебе вообще никак не отношусь. Все вопросы к бабке.
Это было ее желание, поэтому, если хочешь, она тебя может усыновить. Михаил, простите, а можно еще один вопросик Да. быстренько? Вот по поводу этой темы. Смотрите, вы говорите, что как бы если нужно, то ничего приятного от этого не будет. Я согласна, да, наверное, Нет, есть мазохисты, которые говорят, что сначала надо пострадать, потом спасибо скажут. Есть еще такой вариант. Ну, Я просто про то, что не совсем ли это эгоистично жить для себя любимой и от этого получать Лиля, удовольствие? вы такая, какая вы есть. И смысл жизни в этом смысле, извините за тавтологию, принять себя такой. Сегодня вы такая, сегодня вы не готовы иметь ребенка, то ли вы потому что инфантильный, потому что, может быть, у вас самой было детство не самое радостное, и обычно после такого детства люди тоже не очень хотят иметь детей. Предположим, не завтра, а через 10 лет вы захотите иметь ребенка, а вам будет, соответственно, 41 год. 41 еще можно родить. Хорошо. Через 20 лет, когда вам будет 53 года, 51 год, вы захотите иметь ребенка, а рожать уже будет поздно. Так возьмите из детского дома ребенка, хоть возьмите 10, и детей осчастливите, и сами будете иметь детей, пожалуйста. Нет такой ситуации, что мне надо срочно рожать, типа, хватай мешки, вокзал уходит. Но когда захотите, тогда или родите, или усыновите. Вы всегда в любой момент своей жизни, кроме лет 90, я думаю, вам просто никто не даст ребенка на усыновление, можете иметь детей. Но говорить о том, что сегодня я рожаю ребенка, потому что сроки поджимает, потому что мой гинеколог сказал, что завтра будет поздно, я буду такая поздно родящая, а там могут быть патологии, это очень странная мотивация. Вам же неприятно потом будет ребенку это все рассказывать, что так вот, сынок, ничего личного. Но мне сказали, надо рожать, а то потом я... бред, конечно, полный. Рожать надо, мы один смысл женский такой, какой-то мы обрели сегодня в передаче. Рожать надо тогда, когда вы это хотите. Когда вы хотите и готовы иметь детей, когда вы ждете и так далее. Если у вас этого нету, то типа мужика привязать, а уже возраст поджимает. Что за семья без детей? Это не аргумент.